Первый выходной с сентября месяца. Ну, естественно, выходной какой? Не ложиться спать, в 4, нет, в 3 выехать. И вот сейчас начинается рассвет, а мы бродим по Финскому заливу, по льду, по вот такой вот каше сплошной. Покажу еще черный лед, который просто как стекло, и думаешь, что там промоины. Мы пытаемся найти корюшку. Вон они, видишь, где встают? Вон там. Они до лунок дошли и встали. Дошли? Да. На вашу лунку, между прочим. Да. Мы решили здесь остановиться и попробовать. Ни краев, ни берегов. Финский залив, дальше переходящий в Балтийское море. Вы, наверное, не увидите. Вот там, наверное, в километре от нас несколько сотен рыболовов сидит. Мы, как любящие спокойную рыбалку, без людей, мы ушли от всех. Только, ну, наверное, метрах в 300 от нас есть какие-то люди. Андрей бегает между удочками. Я тоже сейчас побегу к удочке, между прочим. Оп! Ну-ка, посмотрим. Есть. Есть рыбка. Тащим. Так. Кажется, первая рыбка. Я надеюсь, что это не ёрш. Это корюшка. Ребята, это первая корюшка. Ха-ха-ха. Не очень крупная, но хорошая корюшка, нормальная. Отлично. Отлично. С почином. Лед гладкий, снега нету вообще. И мы вот сидим. Ну, знаете, прямо даже приятно, потому что достаточно часто поклевывает. И уже, ну, немножко, но вот это настоящая корюшка. А если бы вы чувствовали, как здесь пахнет огурцами. Мы совсем недавно... Вот, кстати, поклевочка. Ну-ка, вот она. Ну-ка, ждем. Давай посильнее, давай. Вот так, раз. Проверяем. Есть, буду тащить. Так, давайте-ка вот так поставлю. Вот так. Я буду тащить. Здесь глубина 30 метров. Давай. Вот так вот машем руками. Каждую рыбку надо вытаскивать эти 30 метров. О, смотрите, какая огромная. Вот это, да, это корюшка. Вот это супер. Очень хорошая. Я не знаю, будет это видно или нет, как она отливает перламутром вся. Невероятно красивая рыба. И вы знаете, она без чешуи. Она абсолютно гладкая, поэтому ее при жарке даже не надо чистить. Какая потрясающая рыбка. Пасть огромнейшая. Ай, хорошая корюшка какая прям. О, вся в синеву. Чудо. Вот. А как пахнет огурцом. Вы не представляете. Ой, чё только иной раз не попадется на море. Вообще, всякие бычки. Ну-ка, но оно нам не нужно. Мы ловим корюшку. Корюшка рыба хищная и лучше всего ловится на кусочки рыбы. Одной из лучших насадок служит карась. Поэтому вот используется, купили такого большущего карася, но вместе с тем корюшка прекрасно ловится и на корюшку. Поэтому первая рыбка обычно разрезается для насадки. Ну-ка. Опять мимо. И опять мимо. Вот так вот. Оказалось, что сидит. Ну вот.
Это рыбалка на корюшку, когда приходится бегать между удочками и чаще всего впустую. А вот это удивительная совершенно рыба. Ох, как намотала все. Это бельдюга. Это единственная наша северная живородящая рыба. У нас в России очень мало живородящих рыб. Есть голомянка в Байкале. И вот у нас бельдюга. Настоящая живородящая рыбка. Вот такая вот. Сейчас будем отпускать ее, все распутывать. Ой! Ну-ка. О, есть. Небольшая. Вот у меня ничего не клюет. А у Андрюхи клюет, он только бегает. Он там потный уже весь. Ну покажи хоть, что там. А то я сижу на стульчике. И у меня ничего не клюет. А у тебя вот сплошь. Что тут рыбки? Обычные рыбки. У меня все тут перепуталось, у меня вообще две удочки осталось. И все равно бегает. Смотрите-ка, между двух удочек и то бегает. Побежал. Эх, отклевала. И там клюет. Я не могу, он опять клюет. Ну сделай ты с ней что-нибудь. Ну а что с ней А сделаешь? не клюет. Не клюет, да. Вот тащи. О! Да Рыбалка да. сплошное мучение. Ну хоть вынь что-нибудь. О, хорошую. Крупняк прям. Ну, смотри, у тебя вон уже много А рыб. у тебя что, нет? Ну, у меня столько же примерно, да. Вот это что? Все хорошо. Нет, совершенно нормально, очень хорошо проводим время, замечательно. Мы же приехали на традиционную рыбалку. Кстати, вы знаете, корюшку рыболовы не меряют килограммами. Корюшку меряют штуками. Их тщательно считают и говорят, а я поймал сегодня столько. И обязательно упоминают, что одна пошла на нарезку, на приманку, на корюшку. Потому что это тоже штука. Там, предположим, я поймал 152 и одну разрезал на приманку. Всего было 153 корюшки, например. Ну, у нас, конечно, меньше. Тут и 3 десятков еще не наберется. Но на сковородку хорошую уже есть. А это радует. Потому что ловля корюшки заключается в соблюдении традиций. Ее просто надо свеженькую покушать на сковородочку, одну хотя бы, чтоб хватило. Так что уже не зря съездили. Мы уже заканчиваем рыбалку. Потихонечку надо все это заканчивать. Отловились, конечно, отлично. Я скажу, что я уже даже посчитал, пока тут был перерыв в клеве, у меня вот сейчас 125 корюшин. Для меня, конечно, это много. Для меня это рекорд. 125 корюшек, ну, они, конечно, небольшие, но, наверное, пара килограмм. Учитывая, что купить ее сейчас практически невозможно, она очень дорогая. Она как лосось стоит. Это очень здорово. И, в общем, я думаю, что все будут у меня дома довольны. Вот. Выглядит это вот так вот. Смотрите. Вот так вот кучка нашей корюшки. Уже дело к вечеру. Людей становится меньше. И мы тоже собираемся. Что я хочу вам сказать? Ну, конечно, рыбалка на заливе, на корюшку, это очень здорово. Но главное, ребята, когда вы ловите рыбу и уходите с водоема, после вас ничего не должно оставаться. Ни бумажек, ни пакетов, ни окурков, ни бутылок, ничего. Потому что все это попадет в водоем, будет загрязнять берега. Мы за собой уберем все. Хотя, в общем, убирать особо
и нечего. Все у нас чисто и достаточно экологично. Вот так. Так что вот половили с вами корюшку, традиционную питерскую рыбку, которую всегда исторически весной весь Питер ел. Сейчас это становится сложнее. Сейчас город не так пахнет свежими огурцами, как в моем детстве, когда на каждом перекрестке стояли ящики с корюшкой. Стоила она очень недорого, и по весне, собственно, это была наша основная пища. Я помню, что весной у нас всегда была жареная корюшка. А сейчас это деликатес. Но мы половили, мы посмотрели, получили... Я, по крайней мере, получил колоссальное удовольствие. Как Андрюха, не знаю, у него там тоже кучка рыбы. Я думаю, он тоже доволен. Вот так. Так что все, пока. Сегодня была потрясающая рыбалка на Финском заливе. А в конце будет тоже про рыбалку, но только в Южной Америке. Маленький кусочек, да? Интересно. Все, пока. Спасибо вам.